Всем привет! Сегодня мы с вами мастерим замечательного новогоднего рождественского гномика из втулок туалетной бумаги, гофра картона и упаковочной крафт бумаги. Гномик стоит. Игрушка интерьерная, нельзя давать играть детям и нельзя давать играть животным. Начинаем. Разрезаем втулку. Это будут будущие ножки нашего гнома. Отмечаем середину. Это высота ножек, без ботинок. Это чисто высота ножки. Разрезаем втулку. У нас получается две равные части. С помощью палочки для суши сворачиваем туго-туго нашу будущую ножку гномика. Видите, как я туго-туго. Это для того, чтобы ее приклеить. И чтобы гномик хорошо стоял на ножках. Если у вас нет клеевого пистолета, можете использовать обычный клей. Единственное, нужно будет подождать, пока прихватится картон. И также делаем вторую ножку. У нас получилось две одинаковые ножки. А дальше мы с вами делаем ручки. Разрезаем втулку. Намечаем серединку по клеточкам или на глаз, как вам удобнее. Дальше разрезаем и сворачиваем, опять же с помощью палочки для суши, туго-туго. Это наша будущая ручка нашего рождественского гномика. Туго сворачиваем. Вот будущая ручка. И приклеиваем с помощью клеевого пистолета. Приклеили. И это наша ручка. Также делаем вторую ручку. Ручки готовы. Мастерим туловище и голову. Берем втулку. Надрезаем. Для того, чтобы она вошла в втулку. Видите, входит. Вставляем, поправляем. И таким образом у нас получается туловище и голова нашего рождественского гнома. А далее мы набиваем крафт бумагой. Можно использовать любую другую бумагу или другую набивку. В общем, то, что есть у вас под руками. Я использую упаковочную крафт-бумагу, потому что я считаю, что всю упаковку надо перерабатывать. И упаковка может нам послужить в другом виде и нас порадовать. Вот в данном случае она нас порадует в виде интерьерной игрушки. Дальше вырезаем овал и закрываем туловище. Вот приклеиваем с помощью клеевого пистолета. И по краю можно тоже пройтись клеем для прочности. Нам нужен устойчивый гномик, и чтобы он не развалился. Нужно приклеить, хорошо приклеим. Наше туловище готово. Ну и закрепить, чтобы было прочнее. Просто капельку клея. Ну и лишнее я убираю. Можно оставить, но я убираю. Так просто аккуратнее. Итак, у нас ручки, ножки, туловище. И теперь мы приступаем к ботинкам. Нам нужно сделать нашему гномику ботиночки. Ботиночки – это самая сложная часть работы по созданию нашего гномика. Отрезаем две одинаковые части втулки. Это наши будущие ботиночки. Сразу скажу, что работать с втулкой сложно. Это очень мягкий материал. Это мягкий картон. А ботиночки должны быть жесткими, потому что гном должен стоять. Поэтому ботиночки, еще раз повторюсь, это самое сложное. Это намечаем заднюю часть, пяточку. Чтобы просто понимать, что когда придавать им форму, где у нас носочки, а где пяточка. Обводим. И вырезаем. Вырезаем с некоторым запасом, чтобы нам
удобно было приклеить. Вырезаем сразу еще одну часть. Берем картон и приклеиваем. Вот наши будущие ботиночки нашего гнома. Вот так приклеиваем. И когда мы приклеили, формируем ботиночек. Чтобы было понятно, где правый ботиночек, а где левый. Чуть-чуть так намечаем, вот чтобы визуально, когда гномик стоит, вы видели, что он обут в ботиночке, который правый и левый. Поправляем, приклеиваем. Вот у нас заготовки уже готовы. И теперь мы с вами набиваем ботиночки бумагой. Я набиваю крафт-бумагой, которая у меня осталась от упаковки, потому что моя жизненная позиция – переделка упаковочных материалов в что-то нужное, полезное. И в этом видео я просто делаю себе новогоднюю игрушку, рождественский гном для украшения интерьера. Новогоднего декора. Вот так набиваем. Приклеиваю для того, чтобы ботиночек был более жестче, потому что втулка, она мягкая. Там картон не жесткий, и нам надо с вами сформировать жесткий ботиночек, чтобы гномик устойчиво стоял на ножках. Это очень важно. Так как ботиночки будут набиты хорошо, гномик будет стоять очень хорошо на ножках. И его можно будет поставить на полку. И теперь излишки обрезаем. Вот такой у нас получился будущий ботиночек. Обрезаем второй. И наша пара будущих ботиночек готова. Вот такие ботиночки. Но тут еще можно подрезать, посмотреть. Они должны быть одинаковые. Ботиночки, заготовки готовы. А теперь берем туловище с головой. Обрезаем. Вот, обрезаем. И немножечко обрезаем, закругляем кончики, чтобы голова смотрелась более правильной формы. Берем фетр молочного оттенка, но можно взять не только фетр, а любой другой материал. Тот, который у вас есть в наличии. Отрезаем на глаз и приклеиваем. Тут надо быть очень внимательно, приклеить снизу и сзади. Вот как я приклеила. Именно точно так, а не по-другому. Вот наша голова готова. Продолжаем работу. Для ботиночек я подобрала фетр такого коричневого медового цвета. Очень приятный цвет, который мне очень нравится. Это сейчас очень модный цвет. Отрезаем кусочки и приклеиваем. Стык делаем сзади, где пяточка. Просто поворачиваем и приклеиваем. И еще раз повторюсь, можете не использовать клеевой пистолет, а просто пользоваться клеем. Единственное, нужно будет просто подождать, пока клей высохнет. Вот и делаем такой аккуратный стык, подклеиваем. Лишнее обрезаем. И вот наш
ботиночек уже приобретает форму настоящего ботинка, кукольного. Так, приклеиваем. Мастерим второй ботиночек. Точно так же. И у нас 2 ботиночки. Подрезаем, лишнее убираем и продолжаем создавать обувь рождественскому гномику. Еще раз проверяем, где-то обрезаем, где-то смотрим. Визуально ботиночки должны быть одинаковые. Это очень важно. Все, ботиночки почти готовы. Берем картон и продолжаем вырезать верх ботинка. И уже тут у нас вырисовывается то, что мы уже визуально видим, что у нас есть правый и левый ботиночек. И главное, не ошибиться, чтобы потом не приклеить неправильно. Здесь вырезаем уже по линии, без всякого запаса. Примеряем. Это будет верх нашего ботиночка. Видите, одинаково получается, что для правого, что для левого. Вырезаем еще одну часть. Части подравниваем, обрезаем лишнее. И вот у нас получилось верхние части наших ботиночек готовы. А дальше берем фетр, размещаем части ботиночка на фетре, при этом смотрим правую и левую сторону. Видите как? Приклеиваем. И вырезаем. С небольшим запасом, потому что нужно будет подвернуть. Вырезаем вторую часть и делаем надрезы, для того, чтобы подворачивать было удобнее. И теперь с помощью клеевого пистолета приклеиваем, подворачиваем фетр и с усилием прижимаем к картону. Да, добавляем клей, если это необходимо, прямо с усилием. Нам нужно туго-туго приклеить, чтобы натянуть верхнюю часть. Видите, верхняя часть должна быть идеально ровна. Итак, одна часть готова, вторая часть готова и примеряем. Вот так аккуратненько вставляем и примеряем. И начинаем приклеивать. Это у нас будет верх ботиночка. Если у вас что-то не получилось, не огорчайтесь. Мы дальше будем делать такую окантовочку, и она скроет некоторые недостатки. Но все равно стараемся приклеить, чтобы было красиво. Тем не менее, это не обязательно. Вот приклеиваем аккуратненько. Лишнее все снимаем. Вот такой получился у нас верх ботиночка. Продолжаем. И второй верх ботиночка у нас готов. Вот такие 2 ботиночка, заготовки. Осталась подошва. И делаем все то же самое. Обводим. Вырезаем. И примеряем. Вырезаем полоски, да, и заклеиваем стык на пяточке. Аккуратно заклеиваем. Полосочки можно брать фетра, можно брать любой другой ткани, кружева. Тут все на ваше усмотрение. Репсовые ленты. Материала очень много. 2 заготовочки уже готовы. А дальше берем клеевой пистолет и по краю верхней части ботиночка мы будем приклеивать еще одну полосочку, которая скроет стык части ботиночков и придаст ботиночку правую левую ножку. Вот видите как?
Это такой стык типа бурочек, типа, ну, скорее всего, таких сапожечек, да. То есть идет просто верхняя часть. Видите, ботиночек уже вырисовывается. А картон у нас ждет это на подошву. Вот мы сейчас лишнее обрезаем, и у нас получается вот такой замечательный ботиночек. Руками приминаем, придаем ботиночку окончательную уже форму. Вот 2 ботиночка готовы. И теперь у нас осталась подошва. Берем 2 наши заготовочки. Серый фетр. Я выбрала такого темно-серого мышиного цвета. Вырезаем с запасом для подгиба на картон. Надрезы делаем. Это чтобы удобно было подворачивать фетр. И приклеиваем. Делаем все то, что мы уже делали с верхней частью. И у нас получается вот такая заготовочка. Вот такая подошва. И срезаем лишнее. Примеряем и приклеиваем. Берем пистолет, наносим слой клея. Прижимаем. Вот теперь у нас ботиночек почти готов. Осталось еще чуть-чуть. Приклеиваем у второго ботиночка подошву. И так нам осталось совсем чуть-чуть сделать окантовку. Вырезаем полоску серого фетра, либо другого материала, того, который у вас есть. Да, 2 полосочки. И мы будем делать окантовку подошвы. Закрывать некрасивый стык между подошвой и ботиночком. Вот такой серой полосочкой. Она нам скроет все наши недочеты. Если остался клей, можем срезать. Просто закрываем. И вот такой у нас уже получается готовый ботиночек. И очень аккуратно на пяточке закрываем стык, потому что этот стык будет виден. И поправляем, убираем лишний клей, срезаем лишний фетр. И у нас получилась вот такая замечательная заготовочка. Приклеиваем полосочку на втором ботиночке. И у нас 2 ботиночка. Это уже готовые ботиночки, которые мы будем приклеивать ножки. И вот ножки. Примеряем. Вот такие у нас ножки. Но для того, чтобы приклеить ножки, нам нужно взять зеленый фетр, отрезать по размеру ножки кусочек фетра, примеряем. Так просто сворачиваем и смотрим, сколько нам нужно отрезать. Отрезаем на глаз. И дальше 2 кусочка. Нам нужно 1 и 2, так как ножки у нас 2. И мы делаем ножку. Одна уже ножка готова, и делаем вторую. Делается ножка очень просто. Берется и просто закручивается фетр. Приклеиваем с помощью клеевого пистолета. Вот такие у нас ножки. Лишнее обрезаем. Ножки у нас готовы. Готовы ботиночки. И приклеиваем сами ножки. Так, берем и приклеиваем. Приклеили одну ножку, вторую. Поправляем. И теперь результат. Вот такие ботиночки. Ботиночки готовы. Гетры. Кусочек фетра. Заворачиваем. И в области пяточки
подклеиваем в одном месте. Вот так приклеиваем аккуратно и проклеиваем шов. И вот у нас получились гетры молочного цвета. Они очень сочетаются с цветом ботиночек. И второй ботиночек также приклеиваем в этом же месте. Смотрим, чтобы было одинаковое расстояние. И вот у нас гетры готовы. Вот такие ботиночки. А сейчас ручки. Отрезаем красный фетр. Примеряем и приклеиваем. Ручки делаются так, как делаются ножки. Вот просто приклеиваем. Вот у нас одна ручка готова. И обрезаем лишнее. Если где-то выступает часть, ее проще срезать. И вот ручки у нас готовы. А теперь варежки. Берем молочный фетр, отрезаем вот такого размера кусочек, подрезаем, чтобы были ровные стороны. Делим на две части. И вот у нас получилось. Уже одна ручка готова, и мы будем делать вторую. Примеряем. Обязательно ручки должны быть одинаковые. И приклеиваем по краю. Вот такие ручки у нашего волшебного рождественского гномика. Вот когда приклеиваем шовчик, да, вот сейчас будем проклеивать шов, кончиком пальцев аккуратно берем и заворачиваем фетр и приклеиваем. Ручки почти готовы. Мы их откладываем в сторону и занимаемся ботиночками. Для красоты делаем на гетрах отворот. Срезаем лишнее и приклеиваем в области пяточки, чтобы гетры зафиксировать на ножке. Да, фиксируем в области пяточки, больше нигде. Вот сделали, подогнули, проверили, посмотрели, как лучше, как красивее. И на втором ботиночке делаем то же самое. Итак, у нас ботиночки полностью готовы. Вот наши ботиночки. Откладываем в сторону и занимаемся варежками, ручками. Делаем набивку. Можно использовать синтепух, холофайбер. Возможно, какие-то у вас есть ненужные нитки, пряжа, обрезки. Вот просто набиваем. Набиваем аккуратно, постоянно сравниваем, чтобы у нас варежки были одинакового размера. Промежуточный результат сравнили, а дальше мы зашиваем варежку нитками. Подхватываем. Вот одну варежку я уже зашила и вторую зашиваем варежку. Прежде чем зашить варежки, нужно их сравнить обязательно, чтобы они были одинакового размера. Просто ниточкой, обычным швом прихватываем, прихватываем, прихватываем. Ниточку берем в тон, и на фетре она будет малозаметной. Вот закрепляем, сравнивает. Вот наши варежки. Обводим овал. Это будет наш гномик, его тело. И размер мы определяем сами. Вот мне показалось, что такой размер это будет идеален для тех ботиночек, ручек и туловища, что у меня есть. Но примерив ботиночки, я поняла, что я ошиблась. И размер овала нужно уменьшить. Уменьшила. Но вы принимаете сами решение. Может быть, вы хотите толстого гномика.
Вот мой гномик такого размера. Можно по клеточкам посчитать. И приклеиваем туловище. Спереди оставляем больше места, потому что это будет животик. Там мы будем набивать больше синтепона. Берем зеленый фетр, такой точно фетр. Это остаток от ножек. Я отрезала на ножки. И немножко уменьшаем. То есть целый лист фетра, с него получились ножки, маленький кусочек остался. И вот такая длинная полосочка. И теперь с этого фетра делаем такой пакетик. Берем, заворачиваем. С другой стороны приклеиваем. И вот с этого фетра поднимаем и делаем такой пакет. Только из фетра. То есть зажимаем уголки, складываем им таким образом, чтобы получился как край пакета. Вот видите, раз, сжимаю. Потом выпрямляю и проклеиваю сторону. И так делаем с двух сторон. И у нас получился замечательный фетровый пакетик внутри с нашей втулкой. А дальше следующий. Набиваем синтепон, холофайбер, любой другой материал, остатки шерсти, все, что у вас есть. Фетры я использую средней жесткости, но тем не менее он форму держит. Дальше загибаем фетр и приклеиваем. Тщательнее приклеим в тех местах, где будем крепить ручки. Вот я делаю такие как бы складочки, то есть места под будущие ручки. Готовим опушку рукава. Берем небольшой кусочек фетра, сгибаем с двух сторон. И у нас получается такая опушечка рукава. Вот. Теперь берем ручку и приклеиваем. Но вначале примеряем. Уже одна ручка у меня готова. Вот примеряем ручки, чтобы были одинаковые. И приклеиваем. Просто заворачиваем. Таким образом мы закрываем стык варежки и самого рукава. И будет у нас очень красиво. Такой праздничный наряд рождественского новогоднего гнома. Потому что такая белая опушечка, она придаст наряду праздничное настроение. Вот такие получаются у нас ручки. Итак, ручки у нас уже готовы. Берем наше туловище и приклеиваем ручки. Вот приклеили одну ручку. Приклеиваем побольше клея, чтобы ручки хорошо держались. И вторую ручку. И наш гномик почти готов. Осталось его одеть. Намечаем места прорезей. У нас будет безрукавое пальто. Вырезаем отверстие. Дальше берем остаточек, который остался от вырезанного отверстия, прикладываем на меточки и вырезаем точно такое же отверстие. У нас получится два одинаковых отверстия. Вот смотрите, видите, как получилось красиво. И немножко руками раздвигаем, чтобы ручка прошла свободно. И сейчас мы будем формировать воротник. Загибаем и подворачиваем полу.
И вот таким образом мы делаем такое безрукавое пальто нашему гномику. Этот воротник потом прикроется бородой, но, возможно, вы захотите сделать бороду покороче, или, возможно, гномик у вас будет без бороды, а просто ротик и шарфик. Ну, мало ли. Поэтому я решила оформить пальто красиво, чтобы гномик выглядел замечательно и прекрасно. Приклеиваем вторую полочку. Итак, у нас осталось набить личико. Набиваем. Знаете, такой пухленькие щечки получаются. И также набиваем саму втулку. Ну, то есть добиваем бумагой. Берем бусину и обшиваем фетром. Я сразу скажу, носик может быть из пуговицы на ножке, бусина из фетра, бусина, которая свалена из шерсти, деревянная бусина. И просто можно носик нарисовать фломастерами или красками. Тут исходите из возможностей и из материала, который есть. А так пусть, ну вот туго сейчас обтянем. Вот так вот. Обвиваем несколько раз, затягиваем и делаем узелок. И потом вот этот хвостик фетровый просто обрезаем. И у нас получается вот такая обтянутая фетровая бусина. И пришиваем. Пришиваем бусинку. И будет у нас такой хороший фетровый носик. Пришиваем по центру, да, вот так вы сразу смотрите, где вот у вас будет носик. Все зависит от того, будет гном с бородой, с шарфиком. Хотите вы пониже сделать, побольше. И опять же, какого размера будет у вас носик? Возможно, вы сделаете поменьше носик, побольше, покрупнее. То есть тут уже вы исходите из того, что у вас есть и какая у вас задумка. Ну, так пришивается, выводится иголочка и немножко стягивается голова. Сильно не советую, потому что еще будет колпачок, поэтому полностью зашивать не нужно. И дальше намечаем глазки. И опять же, глазки можно делать с обтянутых бусин, с жемчужных бусин, с бисера. Можно вышить глазки, можно нарисовать глазки. То есть возможностей очень много, но я буду использовать бусины. Да, и прежде чем пришить глазки, нужно еще подбить щечки. То есть носик уже как бы пришит, он на месте, и по краям мы немножечко добиваем щечки. Таким образом формируем объем личика. Чуть-чуть, немножко. Вот. И дальше пришиваем глазки. У меня черные бусинки, жемчуг, 2 жемчужинки, искусственные. Остались. Вот так пришиваем. И в момент пришива немножко подтягиваем к задней части головы. Вот сейчас, видите, я выведу иголочку вот, и закреплю ниточку. Немножко тяжело шить, потому что синтепух мешает. Вот, и закреплю ниточку. Вот, и дальше второй глазик. И немножечко зашиваем саму голову, чтобы было удобно пришить второй глазик. Вот второй глазик. И уже вырисовывается личико нашего гномика. Смотрите, какой он получается симпатичный гномик. Мне нравится.
Да, можно взять и готовые пришить кукольные глазки, которые продаются. А можно просто взять черный фетр, вырезать кружочек, или бирюзовый, или голубой, и набить его синтепоном, ой, синтепухом, и стянуть. Примеряем бороду. Я беру мех с очень длинным ворсом, поэтому сейчас, когда я буду выкраивать бороду, есть такой небольшой секрет. Если вы новичок, то вам нужно будет раскроить этот мех особым способом. А именно, перед раскроем нужно ворсинки, вот сам мех, видите, что я делаю? Я делаю такую дорожку и по ней разрезаю. Таким образом я сохраняю верхний мех, который потом опустится, и нижний мех. И у меня еще останется кусочек, который пойдет тоже на какой-то проект. Вот таким образом срезается мех, и тогда потеря ворса будет минимальной. Ну, естественно, что-то теряется, это все нужно убрать. И дальше, поскольку я хочу поднять немножечко повыше мех, нужно вырезать место под носик. И точно так же я поднимаю мех и вырезаю носик. То есть место под носик, да, вот вырезаю. И вот что у меня получилось. Заготовка бороды. Примерила, и борода пока в стороночке. Дальше подворачиваю воротничок. Для того, чтобы было красиво, вот именно красивый край. Подворачиваю. И ниткой сейчас буду делать обычным стежком, самым простым стежком, декоративную строчку. Почему? Потому что пальто зеленое, и оно немножко смотрится мрачновато. И мне захотелось это пальто как-то закончить, то есть придать образу завершенность. И мне нужно обязательно сделать такую стежечку, вот прямо стежочек. Я сразу скажу, что ниткой шить мне сложно, потому что нитка шерстяная, толстая, с мохером, и она немножечко за фетр цепляется. Вот. А вы можете взять любую другую нитку. И так прошиваете пальто, доходите до борта и тоже его подшиваете. То есть воротничок подшиваете. Тут можно прошить по краю. Можно сделать еще какую-то вышивку. Но я решила вот так оставить, как есть. Просто очень скромно, простенько пройтись по краю. И далее пола у меня подвернута, а низ нет. В принципе, можно низ не подворачиваться. Фетр – это очень благодарный материал для хобби. Он не обсыпается. Но когда я подвернула вот сейчас пальто, то край смотрится более красивым, как завершенным. Да, это уже получается пальто как бы сшитое, и край смотрится намного лучше. Поэтому я вам советую подвернуть. И далее завершаем, идем опять по полочке, то есть прям по кругу. Начинаем и по кругу прошлись такой стежечкой. И вот сразу поменялось настроение у одежды. Она стала более праздничной. Вот. Зеленый цвет с красным заиграл таким именно рождественским цветом. Да, и уже получается, что мы все ближе и ближе к завершению работы над интерьерной игрушкой. В
конце видео у меня будут материалы, которые я использовала. Почему я не даю эти данные в начале? Потому что я считаю, что это творчество, и вы можете взять те материалы, которые вам нравятся, те цвета, которые вы предпочитаете в своем интерьере. И это не обязательно может быть традиционный цвет, там красный, зеленый. Нет, почему? Любой другой цвет, который будет сочетаться с вашим дизайном елки, с вашим новогодним интерьером. Поэтому я материалы даю в конце видео, которые я пользуюсь при изготовлении игрушки. И вот завершаем. Просто выводим иголочку и обрезаем. Так, делаем небольшую закрепочку, выводим и обрезаем. Итак, у нас гномик где-то процентов на 80 готов. Нам остался колпачок и ножки. Ну и поскольку гномик у нас приносит в дом удачу, спокойствие, благосостояние, то есть гномик — это же не просто гномик, это целое, скажем так, ну, такое вот украшение, да, это целая история связана с этим украшением, что гном в дом — это к благополучию. И поэтому мне хотелось еще гномику то ли в руки дать ключик, то ли где-то пришить к одежде. Вот пока я в раздумьях. А сейчас немножечко ему челочку сделала, ну так чуть-чуть, чтобы из-под колпачка не была лысая голова, а выглядывал хоть какой-то волосики. Ну и дальше бороду. Намечаю бороду, немножко подворачиваю края. Перед этим надо расправить обязательно мех. И подклеить. Бороду надо клеить в 3 или 4 местах. По краям обязательно. И когда клеите бороду, нужно быть очень внимательным, потому что клеевой пистолет, он оставляет такие как бы следы. И когда это соприкасается, след клеевого пистолета с мехом, то мех практически не очищается. Поэтому очень аккуратно. Ну, естественно, нужно внизу приклеить. То есть бороду мы клеим к голове, по бокам и внизу на одежду. Конечно, жалко немножко пальто вот этого шикарного вида, вот, воротника и нашего стежка, но тем не менее, все-таки пусть так будет под бородой. Я же знаю, что там под бородой у гномика все в порядке. И причесываем. Такие последние уже штришки. И дальше у нас остается основной практически наряд гнома — это колпак. Колпак мы будем делать красного цвета, алый, красный. Вырезаем колпак с целого листа, складываем вот таким образом. И дальше еще раз примеряем, да, оставляем такую длину и вырезаем в виде перчика. Вот просто такой вот перчик. И этот колпачок прошиваем. Я колпачок не клею, я шью руками. Мне так удобнее, потому что его потом нужно загибать, к нему нужно помпон приклеивать, и клеевой шов все-таки мне не так нравится именно на сгибах, который будет сзади на колпачке. Все, колпачок сшили, выворачиваем. Вот размеры моего колпачка, можете посмотреть, посчитать клеточки, какой получился колпачок. И дальше мы его, когда вывернем, будем набивать. Но перед этим нам нужно будет подумать, как мы будем украшать наш колпачок. Вот такой перчик получился, лодочка, перчик, вот такой уже заведомо у него изгиб есть небольшой. Колпачок туго не набиваем. Вот даже мне кажется сейчас, что я туго набиваю,
Но если что, я же буду еще его расшивать разными украшениями, да, чтобы придать ему праздничное настроение. Вот примеряем колпачок. Ну, мне кажется, гномик очень довольный. Он такой, видите, симпатичный колпачок получился. И дальше я беру зеленую нитку. Да, ее на красном видно, но нитка такая зеленая в тон пальто. И специально я беру такую нитку, чтобы она была заметна на колпачке. Не красную тон, а именно зеленую. И дальше пришиваю. Пришивать на колпачок можно все, что у вас есть. Это пайетки, бусины, какие-то украшения, какие-то кружевные элементы. Это может быть веточка елочки, какой-то цветочек. То есть просто разбираете свою коробочку с какими-то, ну, можно сказать, не очень нужными материалами, да, и выбираете то, что подходит. И в произвольном порядке. Совершенно в произвольном порядке, не задумываясь. И, кстати, пайетки удобно пришивать по 2 пайетки. Я так наловчилась. Вначале я пришивала по одной или там друг за дружкой, а сейчас 2 в разные стороны. Раз, раз, раз. И очень так удобно. И дальше у меня вот эти есть бусины, очень необычные бусины, такие снежные, как с инеем. Вот. Но очень сложно попасть, найти отверстие. И потом у меня пуговички были. Пуговички снеговичок и снежинка. Я тоже их решила пришить. Но можно расписать колпачок красками. Тоже рисунком прекрасно будет смотреться, если вы распишете колпачок красками. И помпончик. Помпончик я делаю легкий, не совсем такой тугой, не пышный, а просто там несколько витков на 3 пальца, потом 1 палец убирается. Это самый простой способ сделать помпон. Вот смотрите, обрезала ниточку, добавила немножко красной, ну просто чуть-чуть для настроения. И дальше 1 палец убирается и завязывается узелок. Все. Просто перетягиваются нитки и завязывается такой вот узелочек. Вот, продевается кончик нитки и затягивается. А дальше уже, как обычно, начинаем стричь. Разрезаем, собираем все вот так вот в руку и обстригаем. Сразу скажу, что когда помпон свободный, если даже он будет неправильно, немножко неровно подстрижен, в целом будет смотреться хорошо. И оставляем вот такую ниточку. Зачем я оставляю такую ниточку? Есть небольшой такой секретик. Сейчас я вам расскажу, какой это секретик. Еще раз подравниваю помпончик. Ну и все, достаточно. Вот теперь смотрите, когда я беру колпачок, приклеиваю помпон, то я вначале приклеиваю ниточку. Прямо ниточку. Потом немножко подкручиваю и уже сам помпончик. Мне кажется, что таким образом приклеенный помпон будет держаться хорошо. И дальше простенько. Вот такая получилась шапочка-колпачок для гномика. Ну, теперь начинаем одевать, набивать, формировать вот этот вот загиб шапочки и примерять. Значит, шапочку приклеиваем очень хорошо сзади на голову, прямо под воротничок опускаем, прижимаем. Немножечко у меня ушла картинка. И по бокам. То есть затылок, лоб и по бокам. В 4 местах. Больше не надо. По кругу я не делаю. Просто в 4 точки. И последнее приготовление. Смотрим воротник
И начинаем воротничок немножко прижимать к голове. То есть просто прижимаем. Потому что мы сейчас шапочку будем приклеивать, мы ее опустим, и тогда у нас доступа уже к воротнику не будет. Вот начинаем приклеивать. Такой, знаете, последний штрих. Вот когда уже все, игрушечка уже готова, есть такое ощущение уже радости, что вот работа закончена. И ты смотришь на результат своего труда. Вот немножко испачкала клеем и сразу обрезала ножницами. К сожалению, с меха очень тяжело очистить клей. Так. И формируем колпачок, начинаем загибать, формируем голову. И немножко повыше втулки, то есть втулка у нас закончилась, мы прекрасно представляем, что где-то наполовину колпачка. То есть гном по росту будет как 3 рулона бумаги друг на друге. Может чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. Все зависит от набивки. Помпон приклеим аккуратно, потому что это видно. Это спинка гномика. Придерживаем пальцем, чтобы клей прихватился. И последний штрих. Вот уже начинаем там убирать ворсинки. Еще раз вычесывать бороду гномику. И все-таки я решила ключик пришить. Пришиваю гномику в ручке ключик. Ну, почему-то мне захотелось ему дать что-то в ручке, и я решила, что этот ключ будет ему очень хорош в руках. Пару стежков, закрепку делаем и выводим иголочку и обрезаем. Ключик не тяжелый, пришивать долго не нужно, потому что он легкий. Можно приклеить, но мне почему-то больше нравится пришитый. И теперь наши ножки. И самое основное, перед тем, как клеить ножки, нужно гнома поставить на ножки. Видите, я его ставлю, чтобы он стоял. Теперь аккуратно перевернуть и отметить места приклеивания ножек. Вот еще раз отмечаем. Берем клеевой пистолет, аккуратно капаем по капле клея. Немножечко он подсыхает. В это время надо сразу все очищать. Проверяем правую и левую ножку. Сразу примечаем, чтобы не ошибиться, где какая. И приклеиваем. Держим. Вот у меня закончился клей. Да, это неприятность. Но ничего. Ножка уже прихватилась, и она не сдвинется. Вот вторую ножку. И приклеиваем на каплю клея. Все прижимаем и какое-то время ждем. А теперь очки. Все-таки гномы очень часто в очках. Может быть, из-за того, что они старички, может быть, из-за того, что они плохо видят. Ну, не знаю, мне захотелось тоже сделать гному очки. Я использую алюминиевую проволоку. Она, ну, не совсем мягкая, но она для украшений. Вот. Вот у меня котик отвлек. Дверь надо было открыть, пришлось прерваться с очками. И подручный материал. Можете взять любое что-то кругленькое по размеру глазок. Вот у меня глазки маленькие, я взяла побольше. И вот просто заворачиваем. Это ничего страшного. То есть начинаем мы с переносицы, потом делаем рамки, потом дужки и заушники. Вот я немножко ошиблась. Вот сколько я не делаю очков, а почему-то вот завожу проволоку не туда. Надо сразу смотреть, чтобы
проволока была заведена туда, куда нужно. Вот и все. Вот и получились вот такие очки для гнома. И дальше нужно эти очки, дужки поставить на один уровень, нужно их выровнять, нужно заушники тоже как-то выровнять. И это все с помощью вот подручных материалов. У меня просто тушь, такой маленький пробничек, но он очень удобный. Так вот, получается кругленькие очки. Можно сделать любой другой формы. Но мне захотелось такие кругленькие очки. Примеряем. Обязательно примерка. Вот я почти угадала. И осталось только разобраться с дужками. Ну что ж, будем сейчас разбираться с дужками. Ну еще тут подправить нужно. Знаете, каждая примерка, она потом носит то, что нужно что-то исправить. Вот посмотришь, нет, это не нравится, то не нравится. И начинаешь править. Хотя иногда правки могут ухудшить. Не всегда. Они улучшают. Но я люблю править. Вот теперь очки, чтобы выровнять окончательно, чтобы они были ровненькие, их нужно вот так вот подправить, обрезать лишнее, визуально посмотреть на стол и прижать дужки. И все, можно одевать гномику. Ну все, гном готов. Праздничный, рождественский, своими руками. Из втулок, гофрокартона, упаковочного крафт-бумаги. Ну и материалы, которые я использовала, будут в конце видео. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, мне будет приятно, пишите комментарии, делитесь своим опытом. Это очень важно для сообщества рукодельниц, узнать что-то новое для себя. Всем хорошего настроения и до новых встреч!